Здравствуйте, меня зовут Александр, вот, я из города Луганска, то есть сейчас ЛНР, вот, который сейчас находится в конфликте с Киевом. Нахожусь я сейчас в благотворительном фонде «Добро мира». Как я сюда попал? То есть в 2014 году, когда начиналась вот эта революция, Майдан, вот это вот незаконное свержение власти в Киеве, ну это мое мнение, то есть съездили, посмотрели, как это все происходило в Киеве, как свергалась власть, как себя вели люди, как они были настроены. То есть, ну и в принципе ничего плохого, как бы, ну окей, ну хотят они там прыгать, скакать, не любить Россию, кому-то что-то доказать, попасть в Европу, молодцы. Нас это не касалось, жили своей жизнью. Но когда они начали приезжать, то есть там в наш город, и пытаться рассказать, как нам нужно жить, что нам нужно делать, что нам нужно говорить, на каком языке общаться. То есть начали говорить, что мы здесь плохие, там, рабы, еще кто-то. Лично я этого не слышал, но вот как бы СМИ, то есть какие-то знакомые, друзья, да, вот такое было. Брат у меня слышал такое. То есть это не совсем хорошо. Вот тогда уже начиналось какое-то у меня вот, то есть, ну, в принципе, я всегда считал, то есть, свою страну, я любил свою страну, Украину. Но согласитесь, когда к тебе приходит сосед и говорит, и начинает учить тебя, как тебе нужно жить, как тебе нужно разговаривать, на каком языке тебе нужно разговаривать. Я, допустим, не понимаю, как я могу разговаривать на украинском языке, если я рос и воспитывался на русском языке. Как я могу признавать какого-нибудь там Бендеру и не отмечать 9 мая, если, допустим, у меня бабушкин брат прошел Вторую мировую войну. То есть для меня эти вещи непонятны. Ну и когда уже начались боевые действия, то есть столкновения сил ЛНР, ДНР с украинскими батальонами, ВСУ, то есть, ну тоже изначально как бы мы смотрели, просто не спешили никуда идти, брать в руки оружие, то есть не было такого, что вот сразу возьмем оружие и побегим. Такого не было. Но когда, вот я точную дату не скажу, но я думаю, это все помнят, самолет разбил улицу жилую. Дома у меня в станице Луганска, это в Луганской области. Просто ударил в жилую улицу. Как сказали в новостях, якобы он стрелял в ополченцев. Но это мой родной дом, и я прекрасно знаю, где там были ополченцы, а где там мирные люди жили. Вот разбил всю улицу, и когда мы туда пришли, наблюдали такую картину, как люди ходят, кто-то пришел с работы, и у него нет семьи, нет ребенка. А кто-то просто идет, собирает в мешок останки своей жены, ребенка, матери, отца, то есть. Ну вот это было страшно. Тогда я понял, что, блин, как так-то, если, блин, если они нас считают, то они нас не считают, грубо говоря, своей семьей. То есть, зачем тогда они нам? То есть, тогда мы будем жить по-своему, вот. И через пару дней приняли с друзьями такое решение, что нужно брать в руки оружие, как бы, ну, идти защищать свои интересы, интересы своего народа, так как от нас, грубо говоря, можно сказать, отказалась Украина, потому что они не захотели, то есть пришла власть, в их силах было остановить, в их силах было договориться, они могли не допустить того, если они хотели воевать, но не могли не допустить того, чтобы не гибли там мирные люди, вот. Раз они этого не хотят, значит, они нам враги, они нам не семья, не никто. Вот. Долго думали с друзьями, конечно, потому что, ну как, всегда есть люди, всегда есть родственники, всегда есть знакомые, которые всегда будут против. Ну, пришли к решению, что нужно идти вот защищать свой дом, и пришли у нас, я уже точно не помню, это давно было. Ну, в общем, у нас был казачий батальон, вот, пришли, поговорили с командиром, ну, вроде ребята
как бы все были взрослые уже, здоровые. То есть достаточно уже понимали прекрасно, куда мы идем, зачем мы идем, что мы собираемся делать. Поговорили, то есть пообщались, оформили все документы, ну и начали, грубо говоря, нести службу. Вот, ну, первый день, там, пока присматривались, в принципе, было все хорошо. Ну, тогда как раз это обстрелы были, ну вот, больше такие по лесам, там, то есть возле домов не было у нас. Чтобы вы понимали, допустим, я жил в таком месте, где поселок, просто 3 моста, через которые можно проехать в город, то есть дальше 12 километров, ну не промзона, а просто поле, и дальше начинается сам город. Вот стояли на этих мостах. Побыло там всего 2 дня. Через 2 дня сменился, поехал домой навестить мать. Когда приехал, в общем, переночевал, утром нужно было опять ехать уже с ребятами разговаривать, дальше нести службу. И по дороге на пост, то есть я понял, что ночью опять стреляли, как бы, и увидел, просто я когда шел, увидел разбитый дом друга своего. То есть я решил остановиться, ну пойти посмотреть, мало ли, может ему нужна помощь, там, может там у него там бабушка, он с бабушкой жил. То есть, ну, помочь как-то. И когда я пришел, мне соседи напротив сказали, что в принципе там никого нет, они вчера куда-то все ушли. Ну, я развернулся и пошел. Ну, в этот момент как раз, насколько я знаю, то есть уже потом это мне рассказывали, объясняли, почему так произошло. Украинские войска заходили, ну, то есть пошли в наступление со стороны Старобельска, Красной Талки, то есть от границы с Россией. Вот там 45 километров от моего дома до границы с Россией. Вот с той стороны они обогнули и пошли в наступление. Когда они заходили, они начали сначала обстреливать. Вот, в принципе, и по пути на блокпост я попал под этот обстрел. Ну, единственное, что я помню, это 2 хлопка, ну и все. И потом как бы просто лежу. То есть, ну, понял сразу, что нога получила ранение. Чуть попозже понял, что живот. Ну и все. Ну, молодцы ребята. Вот, кстати, у нас рядом дом охотника был, там ребята восстанавливали забор. Вот огромное им спасибо, потому что когда лежал, никто, то есть многие пробегали просто, ну я понимаю людей, потому что, ну, если бы было тихо, наверное, кто-то подошел бы и помог бы, оказал бы какую-то помощь. Но когда стреляют, то есть это не прекращается, когда паника, когда видят, что человек лежит, умирает, то есть кто-то думает о своей жизни, кто-то думает о своих близких, кто-то еще что-то думает, то есть такое. Но эти ребята, допустим, они не побоялись, они подбежали, оказали первую помощь. То есть они скрыли от украинских военных мои документы. Они им их не показали, до последнего не показывали. Они вызвали скорую, они остановили машину. То есть, ну, в принципе, они спасли жизнь мне. Вот. Я этих людей до сих пор не знаю. С одним парнем общался. Ну, как-то у нас контакт потерялся, потому что это не с ним, а с своим младшим братом разговаривал. Вот, после этого попал в больницу в местную. Вот, тоже врачи там молодцы у нас, они вытащили, оказали первую помощь, прооперировали, все нужно сделали. После чего вот если я не ошибаюсь, 24 августа, это День независимости Украины, если я не ошибаюсь, отмечается. И на свой праздник они решили сделать вот такой вот подарок людям, которые лежат в больнице, взять и обстрелять больницу. Вот, они обстреляли больницу, нас, соответственно, врачи, молодцы, спустили в подвалы. До утра мы там поезжали, нас перевезли в Луганск, в областную больницу. Там, ну там тоже, я не могу сказать, там, я не помню всего лечения, я знаю, что оперировали. Пробыло там около 1,5 недели, сделали 7-8 операций. Ну, результат не приносил, потому что пошел перитонит. Были задеты кишки, содержимое все начало выходить наружу, в органы. То есть легкое было повреждено тоже. То есть, такие проблемы, то есть они не могли никак вычистить организм. Из-за этого там
воспаление было постоянно. Ногу пока не лечили, так как это не угрожало напрямую жизни. Но ампутировать нельзя было, соответственно, потому что слишком много крови потерял. После этого познакомился чисто случайно с парнем. Он работал там реаниматологом. Вот, постоянно после операции приводил в себя меня. И когда мы разговаривали с ним, оказалось, что когда до войны играл в футбол, мы приезжали к ним, по-моему, в Антрацит. В Антрацит играть в футбол, и там он просто вспомнил лицо, то есть играли друг против друга. Вот он спросил, он говорит, так и так, да, был. И он позаобщались, поддерживал меня на протяжении всего лечения, то есть в Луганской областной больнице. И как выяснилось, он тоже ушел в ополчение воевать, потому что, ну, я не хочу никого обидеть, не хочу не сказать ничего плохого о врачах, которые, возможно, были, возможно, сейчас там в Луганске, но в основном врачи и руководство больше, мне кажется, беспокоились о своей зарплате и своей выгоде, чем о здоровье людей. Единственное, же, к медперсоналу вопросов не было, медсестрам, санитаркам, к медбратьям, каким-то вот врачам, которые постоянно контактировали, то есть с больными. Всегда помогали, даже где-то вопреки закону, то есть они содействовали, помогали, делали так, чтобы человеку было хорошо и комфортно. Но вот руководство, как-то они больше беспокоились о том, чтобы получить какую-то выгоду, ну, то есть не выгоду, да, а помощь, то есть как обеспечить себя, прокормить, может, возможно, свою семью, я не знаю. Вот, после этого, когда мы поговорили с этим парнем, я не помню его имя, он сказал, вот, говорит, что есть возможность поехать в Россию лечиться, нужно решать там в течение какого-то времени. Там 2-3 дня, то есть нужно было сразу ответ давать, потому что место могли занять, то есть людей много было раненых. Но ко мне, я даже не помню, по-моему, маму не пускали ко мне. В общем, когда она пришла, мы сразу решили, что нужно ехать, потому что не было перспективы, я за эти, там сколько, 7-8 дней, не знаю, полежал, то есть вес потерял, ну, то есть только хуже было. После чего нас на скорой вывезли через границу, ну и дальше уже в Российской Федерации. Я не буду уточнять конкретно, в каких городах мне оказывали помощь, какие врачи, учреждения. Вот. Здесь я могу сказать, что во всех местах, где я проходил лечение на территории России, везде относились хорошо. Везде помощь была бесплатной. То есть всем необходимым для лечения государство нас обеспечивало, российское. Единственное, конечно, могли дать какие-то рекомендации. То есть, допустим, человеку нужны какие-то таблетки, которые государство не может купить, но они были бы ему лучше. То есть, если у человека есть возможность, он может их сам купить. А так, все остальное было абсолютно бесплатно. И отношение врачей на самом деле удивляло, потому что они не разделяли на своих, чужих, приезжих, еще кого-то. То есть они просто занимались своим делом, они лечили. То есть они поставили на ноги. То есть у меня нога не срасталась около 2 лет, наверное. Вот в 14 я попал, в 16 я стал ходить в аппарате Елизарова, переступать немножко на костылях. Ну, после чего, сами понимаете, всегда государство не может тебя держать на обеспечении, на лечении. Приходилось на какое-то время выписывать в другие какие-то места. Ну, и в общем, произошла некая неприятная ситуация, из-за которой я больше не смог проходить лечение за счет государства. После чего стал вопрос, как бы, лечение нужно было продолжать, финансовой возможности не было самому себе. То есть оплачивать что-то, лечиться, в общем, документов тоже, кроме украинского паспорта, никакого не было. Вот. Изначально начали помогать нам
волонтеры в Санкт-Петербурге. Очень помогали. Тоже и в больницы помогали попадать, и с лечением помогали, и вообще любая поддержка, всегда приходили, всегда общались. То есть это было незаменимо, это было очень важно. Не только для меня, вообще для всех ребят. А год, ну не год назад, полгода назад, чуть больше полгода назад, у меня пошел опять воспалительный процесс в ноге. То есть после снятия аппарата нужно было время, чтобы нога зажила и, ну, в принципе, можно было ходить. Пошел воспалительный процесс, и нужно было срочно оперировать. Такой возможности, опять же, не было. Вот. Через общих знакомых вышли на благотворительный фонд «Добро мира», который в то время находился в городе Тула. Вот. Отправили свои выписки, то есть историю болезни, то есть, ну, все данные, которые были необходимы. После чего буквально в течение, может, дня-двух мне позвонил председатель фонда, вот, сказал, что готовы принять и помочь с лечением. То есть, ну, в течение какого времени, но готовы. То есть у меня, в принципе, альтернативы на тот момент не было. Я, ну, собрался, поехал. Когда приехал, увидел ребят, то есть познакомился со всеми. Все ребята, что порадовало, это очень дружный коллектив. То есть ты приезжаешь не как в больницу, да, к каким-то незнакомым людям, еще к кому-то, а ты приезжаешь, грубо говоря, в семью, где каждый готов поддержать, помочь, подсказать. И буквально в течение, вот я побыл там 1,5 недели, и мне позвонили, сказали, что открылась программа государственная от ФМБА в России, и меня могут взять в больницу прооперировать. Вот. Естественно, дал согласие свое, меня привезли в больницу, прооперировали. Ну и вот с тех пор нахожусь в фонде. Изначально был как подопечный. Когда уже начал более-менее двигаться, сейчас есть некоторые проблемы, конечно, с ногой там. Она еще на стадии заживления. Но я могу уже передвигаться, могу что-то поднимать, могу что-то делать, ходить, ездить куда-то сам. То есть, в принципе, жить самостоятельной жизнью. То есть, я стал, грубо говоря, уже не только подопечным, а и волонтером в фонде. То есть, я начал помогать, ну, насколько я мог, то есть, ребятам. Возможно, кому-то сходить в магазин, возможно, кому-то помочь куда-то съездить, отнести какие-то документы, принести документы. Ну, в общем, любую помощь, которую я мог оказать, допустим, в фонде или за ее пределами подопечным и своим, в принципе, друзьям, я оказывал. Я считаю, это так должен делать каждый, это нормально. Вот. Потом переехали в Москву. Ну и сейчас, как бы, здесь, опять же, продолжаем работать, продолжаем пытаться помочь и, ну, в моем случае, и себе, и ребятам, которые проходят лечение. Но за себя могу сказать, что в данный момент у меня проблемы, ну, нужно долечиться, во-первых, ногу долечить до конца, чтобы можно было уже не беспокоиться и жить спокойно, не оглядываясь, да. И, ну, в принципе, в планах возвращаться, наверное, на родину нет, потому что, ну, дома у меня стоит украинская армия, соответственно, где мой дом родной, в Луганске. Ну, в Луганске тяжело, то есть служить не сможешь уже, а работу найти, ну, проблематично. Это потому, что я знаю, допустим, я общаюсь с всеми друзьями, знакомыми, какими-то дальними родственниками, вот, проблематично. Поэтому, ну, принял решение, что лучше, наверное, остаться в России, попробовать здесь. Все-таки, в принципе, по молодости, грубо говоря, самое интересное потерял, поэтому нужно наверстать. Вот. И сейчас в процессе оформления документов. То есть это для начала РВП, потом паспорт российский. Все это требует времени, денег, сил, каких-то усилий, я не знаю, поддержки чьей-то. Ну ничего, стараемся. Вот. В дальнейшем, я думаю, все будет хорошо. Вот. То есть самое главное, что здесь я живу с хорошими людьми, с правильными руководителями. Вот. Им моя семья, то есть мои самые близкие люди, это моя мама, мой брат, моя
любимая девушка, они все рядом со мной. То есть, ну, возможно, не прямо сейчас рядом, но они все далеко от того, что происходит сейчас в Луганске, в Донецке, да и в целом вообще на Украине. Поэтому, ну, вот такая вот у меня история, в принципе. Пока жизнь так складывается. В дальнейшем, я думаю, будет лучше. Будем стараться помогать дальше ребятам и сделать все возможное, чтобы они как можно быстрее, помимо того, что стали на ноги, пошли, начали жить своей жизнью. Я просто знаю, что, допустим, очень тяжело вообще входить в полноценную жизнь, даже морально. Когда ты там год, два, полтора на больничной койке, видишь только медперсонал и каких-то определенных людей каждый день, знакомых, родственников, еще кого-то, то потом, когда ты выходишь, грубо говоря, в жизнь, там, тебе тяжело общаться с людьми, бывает неудобно. То есть, вот, мне кажется, это тоже очень важно, и будем стараться помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. Спасибо.